Ay, 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 ay. О, чувак, здорово. Блин, ты так долго шел. Давай я тебе пару слов расскажу, потому что не все меня знают. Привет, я Влад. Я из Гомеля. Это юго-восток Республики Беларусь. 20 лет назад, когда у Лукашенко был лишь 4-й или 5-й год у власти, в садике я признался, что хочу быть циркачом. И забыл об этом. Потом я учился. Но между последним и предпоследним учился, я зацепился за мир футбольного фристайла. Новый мир, люди, соревнования, победы! А, кстати, чувак, я же вышку еще закончил, я мировой экономист, ёп. И тут, как любому белорусу, с бюджета мне падают 2 года отработки. 2. Работа, тренировка. Эльмира Эльбаровна, тренировки. Расписание сурка. И все шло своим чередом, как вдруг цирковой режиссер, а сейчас мой сердечный друг Дмитрий Чернов, увидел во мне потенциал. Помог поставить номер, и вот я уже в Париже на крутом фестивале, на минуте славы на первом. Попадаю на работу в первое в России шоу-пространство Ленинград-центр в Санкт-Петербурге. Мой новый дом с 2017 года. Поступаю с друзьями на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. И как итог, в прошлом году стал чемпионом мира по футбольному фристайлу в номинации «Лучшее шоу». Овсяный блинчик! Так вот, чувак. Короче, приготовим с тобой сегодня овсяный блин. Нет, это еще рано. И расскажу тебе вообще, что происходило в последние, наверное, недельки-две или чуть больше, даже месяц, наверное. В общем, я очень сильно готовлюсь сейчас к чемпионату Беларуси. Он будет через 2 дня. И что самое интересное, что там будет чемпионат Red Bull. Есть у нас такой чемпионат Red Bull Street Style. Вот. И проводится он почти каждый год. Там собираются много людей, фристайлеров, и они все соревнуются. И едут туда всегда какие-то чемпионы своих стран, национальных чемпионатов. И вот у меня сейчас тоже есть возможность выиграть в очередной раз свой чемпионат Беларуси, что будет непросто, я уверен. Мне будет тяжко. И поехать туда. Так, нет, сначала. Вот. Самое крутое, что финал Red Bull будет в этот раз в Майами. И я очень давно мечтал, на самом деле, попасть в США. Вот. Ну, у меня там, типа, еще родственники есть, и поэтому реально, прям, наверное, лет с 10 я мечтал туда попасть. И так еще пока что не попал ни разу. Поэтому цель очень классная. Как видишь, я хоть и многого добился, но это еще не предел. И очень-очень хочу там побывать. В общем, через 2 дня у меня уже чемпик. Я готовился к нему весь месяц. Вот. Так, параллельно... Да, кстати, вот. Мы уже, в принципе, готовы приступать к готовке. Остался один небольшой нюанс. В общем, делаем мы овсяный блин, как ты понял. Для этого нам нужны яйца, сыр и специи. Ну и масло подсолнечное. Так вот. Взбиваем 4 яйца. Ну, 4, потому что у нас тут очень много. Так вообще я делаю 2-3. И да, насчет последнего месяца. Был очень жесткий он. И началось все с Питера. В Питере произошел какой-то чемпионат. Вообще внезапно он появился. Его организовывал Жан-Пьер Папен. И там Street Madness. И к нам приезжал сюда Сол Кэмпбелл. Это такой игрок Арсенала, по-моему. В прошлом каком-то большом прошлом. И вот был первый турнир.
К нему я чувствовал, что я не успел подготовиться. Я вот был готов где-то, ну, на процентов, не знаю, 60-70. И это сказалось на моем выступлении. В финале я проиграл московскому богатырю. Но для меня этот турнир реально был как таким, послужил таким уроком. Я понял, в чем мои ошибки. Я начал немного исправил то, что нужно, дотренировал какие-то вещи. И, в принципе, ну, я очень доволен, что я поучаствовал в этом турнире. Вот, было классно. К тому же, вот, ко всему прочему, то, что я там работаю в театре, у нас постоянно, ну, не то чтобы постоянно, но очень много репетиций, прогонов, шоу. Плюс еще подготовка к турниру, которая была вот большим приоритетом для меня в этот месяц. И там еще некоторыми занятиями, там, моими уже личными, я добавил еще такую авантюру, что нам предложили поступать на актерский факультет в один универ здесь. Называется РГСИ. Вот. И это была реально авантюра, потому что вот я ввязался еще и в это. И, кстати, самый главный ингредиент мы забыли. Овсяные хлопья. Ничего страшного. Главное не забыть их, когда нужно. Вот. Мы взбили, кстати, напоминаю, 4 яйца, добавляю еще овсяных хлопьев. Ну что-то. Вы поймете с опытом, сколько нужно. Каждому по-своему. Так вот. Да. Добавляю соли немножечко перца. И я начал поступать еще на актерский факультет. А там у нас 3 этапа экзаменов творческих. То есть там сначала мы рассказываем стихи всякие, прозы, басни. Потом надо танцевать, петь песни, рассказывать истории. Потом еще сценки играть. Ну, в общем, сложно. Я пока еще только в начале пути. Вот. Помимо этого, если мне удастся все пройти, то потом еще будет экзамен по русскому языку, что еще неплохо, и по русской литературе, в чем я уже меньше уверен. Ну ладно. И да, вот, я начинаю взбивать, если что. И, в общем, так, на чем я закончил там? Да, сдаю экзамены, и мне сейчас нужно выучить 6 стихов, 4 басни и 2 прозы. И вот это все смешалось в одну какую-то кучу. И да, кроме этого, у меня еще есть одна цель. Я хотел к белорусскому чемпионату успеть натренировать Такуру клатч. Есть такой трюк Такура клатч. Его первым сделал Такура, японский фристайлер. И суть его заключается в том, что фристайлер подбивает мяч вверх, смотрит на него, делает сальто назад и в воздухе ловит мяч между ног. То есть приземляется он уже с мячом между ног здесь. Вот. И я хотел выучить этот трюк, потому что я знаю, что один из моих один из серьезных оппонентов на чемпионате Беларуси, скорее всего, будет это пробовать. Вот. А в Беларуси до этого этот трюк никто не делал. Вот. Но скажу сразу, что 2 дня-то у меня осталось, и за них я уже не успею поменять свое отношение к этому трюку. Я его сделал уже немало раз в зале, но мне все еще стрёмно переносить его в живой баттл, вообще на твердую поверхность. Поэтому я думаю, что меня хватит и без него. Вот. Так вот, все это смешалось в одно и превратилось в какое-то сплошное месиво. Получается, что день у меня примерно такой. Я просыпаюсь, завтракаю, еду на занятия по вокалу. Да, у меня еще занятия по вокалу. Потом я иду прыгать сальтухи, пью кофе между этими делами. Делаю сальтухи, часа 2, наверное. Потом еду отдыхаю, потом иду на тренировку по фристайлу. И потом возвращаюсь домой и учу стихотворения с прозами и баснями. Как пес!
Пусть жизнь меня в землю втоптала. Да не плюйся, ёпта. Я верю, то Заебал. Бог меня снегом занес. То буря меня целовала. Вот примерно такие вот, ну, по крайней мере, последние 2 недели у меня проходило именно так. Ну, если не считать дни, когда я работаю в театре, а это уже другое расписание. Фу, короче, да, было очень непросто. И более того, дальше может быть еще сложнее. Так, ну я примерно, в принципе, повзбивал наши яйца, как бы это ни звучало. Мы можем уже приступить к готовке. Важно делать не на слишком большом огне, на таком средненьком, или даже ближе к маленькому. Так, ну и сейчас я вылью всю эту жижу в сковородочку. Вот, ребята, это секрет чемпионов. Это, собственно, так и называется. Овсяный блин или завтрак чемпиона. Надеюсь, он меня не подведет. Вот. Так. Так вот, на чем я там закончил. Самая мясорубка началась вот из всего этого, всех подготовок 26 июня. Это был чемпионат в Казани, и он называется ЦЗСК, проводится уже не в первый раз. Я на самом деле очень давно хотел туда попасть. Да, параллельно переступаем к нарезке сыра. Давно хотел туда попасть, и все никак не получалось. И вот в этот раз, наконец-то, я приехал в этот славный город. Нам провели классную экскурсию, мне очень понравилось. Привет Азату. Но изначально меня встретил и вообще... не изначально, два. Сначала был Азат. Потом меня приютил и покормил, и дал ночлег Назим. Это очень... Это легенда ситинга России. Вот. В общем, большое вам спасибо, ребята. И вообще, большое спасибо всем остальным фристайлерам, которые там были. Очень классно потусили с казахским фристайлером Нурсом. И вот с другими фристайлерами из России, там Вася Маркин, Джо Тун. Посмотрите, такой в Инстаграме есть человек, который уже 250 ХТВ делает. Ну, это чисто фристайлерская тема. Вот. Ну, так вот. Казанский чемп был чем интересен. Мы сначала приехали на спот финальный, и был дождь. И навеса не было, ничего не было. И мы просто стояли, не понимали вообще, что происходит, будет ли чемпионат или нет. В итоге все образовалось хорошо. В принципе, день как-то вывелся в солнечный. И, в принципе, турнир удался. По крайней мере, у меня хорошие воспоминания, потому что я его выиграл. Вот, в финале был непростой поединок. Я вышел в баттл с Тимуром Алексеевым. Это один из лучших ловер-бади фристайлеров мира на данный момент. Вот. И, собственно, что он и показал в первом же раунде своего выступления. Он сразу раздал какое-то дичайшее комбо с альтернативной трехи, там, с НТшками, с альдвухами. Ну, короче, совсем чем надо. Вот. Но, мне повезло его победить. Ну, чтобы уже точнее посмотреть, смотрите просто батл и все сами поймете. Вот. И, в общем, 26 июня я уже, получается, летел обратно в Питер и был уже в Петербурге ночью. Через неделю вот произошел первый подготовительный такой этап экзаменов к актерскому факультету, к поступлению на актерское. И там я уже рассказывал стих, басню и прозу. Это был интересный опыт, очень необычный.
Вот. Так, кстати, вот уже и момент самый ответственный настал, когда я буду переворачивать наш овсяный блин. Так. Блин. Кажется, из-за некоторых подсъемок это может быть не самый лучший мой переворот. Ну, сейчас попробуем. Ну, сойдет. Так. Вот. Хорошо. Да. Да, вот мы переворачиваем блин и сразу туда засыпаем наверх сырок. Сыром, как говорится, здесь ничего не испортишь. Чем больше, тем круче. Поэтому его можете не жалеть. Вот. Вернулся я, короче, вот, был первый этап экзаменов. И, в принципе, был очень интересный опыт. Я сдал все хорошо. Получил некоторые указания, там, что, над чем мне поработать, все такое. Ну и, в принципе, вот мы сейчас там, где мы есть. То есть вот сегодня... Да, экзамен был вчера, а сегодня вот 2 дня до чемпионата Беларуси. Блин, получается не самый лучший, я сразу скажу. Но это связано с видеопроизводством. Но ладно. Посмотрим, что из этого будет. Вот. И что еще рассказать? Самые классные части я оставил своему любезному другу. Все остальное взял себе. Бон аппетит. В общем, что нас ждет дальше? Дальше только жестче и сложнее, и насыщеннее. 25 числа, 25 говорю, 5 числа, то есть через день я еду в Минск, 6 будет чемпик в Минске, 7, то есть уже в 5:30 утра 7 числа, то есть вот, ну я надеюсь, выиграю я чемпионат Беларуси, конечно же, ну посмотрим. И после этого будет автопати, после этого я поеду в Москву на крутой рокерский фест, и там будет классная группа Death Grips. Это будет круто. И потом, после этого, опять в 5:30 утра я лечу в Питер. Не знаю, буду ли я живой или нет, но вот как раз этого мы и узнаем, наверное, в следующем влоге. Плюс через день или через 2, как меня поставят, я пока не знаю, будет первый вступительный этап экзаменов. И это просто вау. Ну и, собственно, поэтому вот такой я делаю, такой реферанс в следующий влог наш. А пока что будем есть овсяный блин. Кстати, надо затестить. Наверное, я соли чуть-чуть перебрал. Я убрал эту хату, что, блядь, это снималось Вот, по-человечески. спасибо, Санёка! Иди нах! Какие будут указания, мой повелитель? Я ощущаю очень сильное волнение силы. Я тоже. Я готовился весь месяц, мой владыка. Мое физическое тело в оптимальном состоянии, но мой дух сейчас неполноценен. В нем зародилось семя сомнений. Прислушайся к своим чувствам. Все остальное под моим контролем.